Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики моего канала. Этот видеоролик будет посвящен оснастке, потому что оснастка — это наше все. Посудите сами, если неудобно работать, да порой без определенных инструментов просто невозможно, то как жить на этом белом свете? Скажите мне, пожалуйста. Ну а конкретно в этом видео я буду делать самую удобную в мире оправку под расточные резцы. Обычно классический расточной резец выглядит вот так. Вот у меня, кстати, здесь стоит 3 резца, можете заметить на токарном. И расточной я просто не могу сюда поставить. Ну, это невозможно. Хотя здесь есть одно свободное место. Вот оно. Но, чтобы его поставить, нужно снять еще один резец. В общем, я хочу обойти этот негативный момент и сделать так, чтобы расточной резец, по крайней мере небольшой, с небольшим вылетом и не особо мощный, можно было ставить в этот паз и постоянно переключать резцы и спокойненько работать. Потому что хорошо, когда можно вставить 4 резца, а не 3, да и плюс с неудобствами. В общем, приступим, ребят. По ходу пьесы вы увидите, что получится. Вот сюда будет вставляться оправка. Оправка делается максимально мощно. Теперь мне нужно замерить, чтобы утопить ее и профрезеровать участок. Вынужден вас предупредить, что такую оправку под большой толстый мощный резец делать нельзя. Я буду делать под маленькие резцы. То есть зачастую нужны маленькие отверстия. И они будут использоваться не с таким уж и большим вылетом. Хотя тонкие резцы, на которые давать большую нагрузку не буду, и она даже случайно не может превзойти прочность резцедержки. То есть их можно спокойно использовать. Ну что ж, поехали. Для начала сделаем это скоростной фрезой. Пробовал быстрорежущей фрезой обрабатывать этот металл. Ну, не очень он поддается обработке. Он прикаливается сразу. Возможно, нужна новая свежая фреза. Не совсем новая, прикаливает только этот металл и все, дальше не идет. Короче, загубил фрезу. Ну а твердосплавная, скоростная нормально обрабатывает. Ну, тут буквально 2-3 прохода еще останется сделать. НГФ он хоть и маленький, но работает нормально. Добавляем. Сейчас примерно 2 миллиметра, может даже 2,5 снимаю с площади. Такой станочек немножко напрягся, стружка в голову летит. Но работает, прет как танк. Ну вот что получилось. Обработал концевой фрезой. Горячая деталь. Такой вот рисуночек. Да, конечно, замысловатая деталь. Вот, как она сюда подходит. Ну, я думаю, нормально. Помечу, что это место под расточной для большей точности. Поехали сверлить отверстие. Можно даже на подаче. Ставлю минимальную подачу. И попробуем. Поехали. Ну, процесс пошел. И очень даже ничего идет. Сверлю под развертку, ребят. То есть это не финальный вариант. Ставим разверточку. Сделаем это отличное отверстие. Ручки большеваты. Ну что, проверим. Вот так, ребят. Вот такой резечек получился. Немного я переиграл. Решил второе отверстие не делать под очень маленький резец, а сделать под вот такой. Это самодельная державка.
Здесь можете обратить внимание, написано Sandvik. То есть это твердосплавная державка когда-то была. Ее выкинули на металлолом, потому что здесь был оборванный конец. Я конец приварил с китайского резца и заказал такие маленькие пластинки. И у меня теперь будет комплект под те пластины, что у меня имеются, под те пластины, что мне присылал Алексей. То есть очень большое богатство выбора пластин, и можно будет часто пользоваться и применять. А под супер мелкий резец диаметром 6 мм, у меня еще один такой есть, я сделаю еще одну державочку. И можно будет держать сразу два резца, скажем так, заправленные в обоймы. То есть поставил и пользуешься. Очень мелкие редко нужны, поэтому поставил здесь покрупней под большой выбор пластин. Хочется точить с удовольствием, нужно хотя бы полдня в неделю уделять совершенствованию оснастки. То есть я очень долго вынашивал это решение, все хотел сделать, и резец этот хотел спаять, сварить. Короче, тут интересная ситуация получилась. Здесь кончик обычной стали остался, и я думал, приварю тик сваркой. Начал варить тик сваркой. И представляете, здесь оно было припаяно, отвалилось. Ну, потом я припаял серебром окончательно. По идее, должно держаться. Раз оно там так и было припаяно. Ну, серебро довольно-таки жесткая вещь, держит хорошо. Ну что ж, попробуем, ребят, как у нас тут с вхождением. Ну, видно, что сверх мега плотно входит, вообще люфта нет. Вот так чуть-чуть есть, там микро. А так нет абсолютно. Этот резец, но этот не столь прецизионный. Китайский все-таки, здесь немножечко больше зазор. Так, ребят, ну мы близки к цели. Сделаю фиксаторы. И можно будет опробовать. Причем, смотрите, можно его и вот так задвигать. И вот так. То есть не всегда нужно буравить, растачивать на всю длину. Очень часто нужно там, ну, совсем чуть-чуть. И будет вот так вот это все выглядеть. Сюда становится еще один резец спокойно. То, о чем я говорил. Вот так раз. И он здесь стоит. 4 резца можно использовать. Ой, неужели скоро будет очень приятно точить металл. Металл суровый, поэтому без СОЖ здесь ну никак не обойтись, ребят. Немножко просверлил, дальше уже начинает пищать. Надо немного подсмазать. Наполняю каналы и поедем. Может, если бы лучше сверлышко было, оно бы и так прошло. Но сталь все-таки 10А как бы непростая. Так, не крути. О, видите, раз и запищало. Нескольких заходов сделаем. Горлышко не самое лучшее. Сделал еще один маленький штрих. Здесь будут головки немножко притапливаться. Нарезаем, ребят, резьбу. Резьба М6 будет. Вот такой получился инструмент, ребята. Болты достают. Отлично, удачные получились болтики. Вот. Здесь у нас что получается? Здесь у нас тоже достают. Отлично! Пластина стоит по нержавейке. Так давайте же мы на нержавейке его и испытаем. Здесь уже есть отверстие.
кто-то когда-то постарался, ну, мы им воспользуемся. Поставлю минимальную подачу. Поехали. Так, а ну-ка, давайте мы сразу гусарствовать не будем. Возьму миллиметрик. Нет, 2. Ну, вот так вот, ребят. В принципе, вполне себе прекрасно пошел процесс. Вылет резца 75 миллиметров. По нержавеечке идет. Идет очень даже неплохо. То есть, ну, она по-любому скрипучая вещь. То есть тут от нее ожидать чего-то другого не приходится. Причем это злая какая-то нержавейка. Что тут на пластине уже, по-моему, или показалось. Ну, круто, круто, ребят. Резец работает. Резец с радиуском, но тем не менее работает. Еще его фишка в том, что, например, когда не нужно на большую глубину растачивать, мы можем сделать вот так. Увеличить его жесткость, ну, как минимум в 2 раза. И давайте-ка попробуем еще разочек. Так. Поехали. Ну, по крайней мере, он заходит, то есть с геометрией все нормально. Так, включаем. Ну вот, около 3 миллиметров за проход. Ну, процесс идет по нержавейке, ребят. Кстати, вибрации на резце нет. Это вибрация самой нержавеечки. Так. Ну, давайте попробуем меньше. Может, вообще тогда не будет вибраций. Все равно, видите. Ну, то есть это писк идет от нержавейки по-любому. Так, отлично. Но самое-то главное, ребята, в чем? Смотрите, мы можем использовать все ячейки на резцедержке. То есть мы можем вот сюда поставить резец спокойно, любой. Вот так, например, раз. И производить токарную обработку снаружи. И поехали. Сейчас тоже будет пищать, видите? То есть, ну, от этого никак не уйти. Хотя здесь можно было наболтать оборотиков, мощности добавить. Здесь можно было бы уйти, мне кажется. Так что теперь абсолютно спокойно можно использовать всю резцедержку полноценно. Наконец-то, ребят, я это сделал. Я на самом деле очень рад. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание. Всем пока.